Как сделать такую укладку челки-шторки за 5 минут? Покажу в этом видео. Hi, everyone, с вами Ева Лорман, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. И сегодня я буду вас учить делать укладку челки-шторки. Вот вам челка-шторка за 5 минут. Итак, let's go, друзья. Что такое челка-шторка? Челка-шторка — это такая челка, которая напоминает шторы. Поэтому она так и называется — челка-шторка. Фактически это вот такая ее форма. И далеко не все могут ее правильно укладывать. Особенно после того, как я насмотрелась лайфхаков, решила их протестировать, эти лайфхаки, и покажу вам, что же из этого выйдет. Кого интересует, как получить такой цвет волос, как у меня, я уже выпустила 2 видео, они есть на канале. Первое, как осветлить волосы по правилам, а второе видео, как затонировать или сделать окрашивание волос тоже по правилам. Ссылку на эти 2 видео оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии. Она у меня уже выделена, я ее отделила. Как ее стричь, я показывала у себя на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылку на это видео тоже оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии. Итак, первый вариант, который я увидела в соцсетях. Берется бигуди, липучка, вот с такой заколкой-уточкой. Ну, я, честно сказать, пользуюсь такими. Периодически, не часто, но периодически пользуюсь. Берется сама челка. Сейчас я ее пойду намочу, но смысл заключается в следующем. Просто берется эта челка, собирается в один локон и накручивается на вот эту бигуди. Таким образом. Закрепляем и сушим. Сейчас я пойду ее намочу и буду сушить. Так, я намочила. Ну, она у меня не прям мокрая, влажная, немножко влажная. Накручиваю ее на бигуди. Оп. И сушу. Красота — страшная сила. Чтобы она не разлеталась, кстати говоря, можно с 2 сторон ее закрепить. Я ее подсушила, пока она у меня остывает. Для хорошей фиксации немножко расскажу, кому челка-шторка подходит. Челка-шторка, конечно же, подходит тем людям, у которых достаточное количество волос. То есть нельзя сказать, что всем абсолютно можно сделать челку-шторку. Нет. Второе табу для челки-шторки — это кучерявые волосы, потому что кучерявые волосы — это вообще отдельная категория стрижек. Там нет практически ничего общего со стрижками для нормальных, обычных, некудрявых волос. Вот просто ничего общего. То есть для людей, у кого кудрявые волосы, там только градуировка, всегда удлиненные волосы, и все всегда стрижется с учетом самого локона. Это второй вариант. И третий вариант, кому точно не подходит челка-шторка. Бывают такие волосы достаточно густые, либо нормальные, но шелковистые.
Это тоже проигрышный вариант, абсолютно точно, потому что такие волосы совершенно не будут держать укладку. Они все равно будут висеть вот такими двумя полосочками возле лица. Так, ну что, снимаем. Я примерно знаю, что из этого получится. Смотрим на результат. Какая шикарная челка. О, не подсохли? Так, ну что? Какая неожиданная красота. Так, ну. Ложимся или как? Оба-на. Ну, да. Что-то типа того. Ну, скажем так, у меня получилось еще более или менее. В отличие от вот этой девушки, которая пыталась уложить свою новую стрижку с челкой-шторкой. Это видео есть на канале, посмотрите, кому интересно. Ссылку оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии. Ага. Вот. Что-то вырисовывается. Вот она, раз. С этой стороны. Два. Вот. Вот что можно получить таким способом. Ну, это еще, кстати говоря, не самый худший вариант. Не, ну если забетонировать, ну все равно, вот у кого волосы лежат, как у меня с одной стороны, сами по себе, то я думаю, что практически невозможно их заставить лежать как нам надо. Она все равно таким образом будет торчать в разные стороны. С этой стороны хоть как-то еще поддается укладке. А эта сторона, сори. Короче говоря, этот вариант мне не зашел. Когда-то я тоже тестировала на себе, думаю, ну как же тебя вот научиться укладывать так-то быстро, легко за 5 минут. Но нет, не получилось. Следующий вариант – это накрутка не под низ, а наверх. Пойду опять сейчас намочу волосы, приду и накручусь. Берем челку и накручиваем ее по-другому, наоборот. Так, не вижу себя в зеркало. Угу. Вот таким образом сушим. Угу.
теперь надо ей дать остыть. И вот пока мы остываем, поговорим дальше про челку-шторку. Челка-шторка кому точно подойдет? Тем людям, у которых, ну, по логике уже понятно, достаточно густые волосы. В принципе, могут быть и нормальные, но важное условие, чтобы они были пористые. Именно пористые волосы держат нужную укладку. То, что вы хотите, в принципе, получить. Они поддаются достаточно хорошо укладке, поэтому пористые волосы прям ок. И третье, кому подходит челка-шторка, восточным волосам, азиатским. Потому что азиатские волосы из-за своей толщины тоже чаще всего хорошо держат подобные укладки, когда нам нужно неестественную, так скажем, укладку. Не просто, чтобы волосы вниз были, а именно куда-то, чтобы они заворачивались, держали объем и так далее. То есть восточные волосы, азиатские волосы – это прям number one, которые держат эту укладку. Славянские, европейские волосы, если тонкие, блонд, да, если блонд на таких волосах, то тоже будет держать укладку, потому что там создается пористая структура, которая поддается укладкам. Так, ну что, еще чуть подсушим. Кстати, где приобрести такие бигуди, ссылку оставлю в описании в моем закрепленном комментарии. И читайте всегда описание, там часто я оставляю полезные ссылки. Что-нибудь найду и вставляю, потому что в видео уже не вставишь, а туда да. Что же у нас тут получилось? Вау, вот так вот. Опа! Оба-на! Вот в этом формате, да. Вау! Совершенно другой коленкор. Совершенно другое дело. При таком формате даже моя вот эта вот свободолюбивая часть челки лежит так, как нужно мне. Ну, естественно, тут не без укладочных средств надо обходиться, чтобы это все надолго сохранялось. Вот теперь я могу, в принципе, распустить свою копну волос и расчесать. I wanna be loved by you, just you. Ну, это, правда, не та стрижка, но тем не менее. Там-парам-пам-пу. Ну вот. Там прилизано было. Ну, в общем-то, да. Это работает. Моя челка уже отросла, прям длинненькая. Аж вон она куда. Вот вам челка-шторка за 5 минут. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома».
салоны блонд дома. Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени. Как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность. В каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.